Участники проекта проходят испытания, основанные на событиях Великой Отечественной войны. Перед ними только один соперник – собственные возможности. Время ограничено. Мы в районе Ладожского озера. Именно здесь, осенью 41-го года, с севера, запада и юга вражеские войска подступили к нему. Таким образом, второй по величине город в стране, Ленинград, оказался в окружении. Началась блокада. Город снабжался только через Ладогу. Зимой по льду, в оставшееся время по воде. Враг постоянно обрывал линии снабжения. Продовольствия катастрофически не хватало. Погибли сотни тысяч людей. Блокаду удалось остановить только в январе уже 44-го года. Это третий сезон реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». Поехали! Четыре дня участники идут к общей цели. Каждый день их ждет новое испытание и выбор капитана, от которого зависит успех всей команды. Меня зовут Иванов Влад, я из города Воркуты. Мне 21 год. Основные сферы деятельности – это блогинг и музыка. Я Аня Оушен, мне 24 года. Я родом из Тольятти. Занимаюсь блогингом. Меня зовут Марк, мне 25 лет, я из Москвы, играю на аккордеоне. Меня зовут Нагаева Елизавета, я тренер по плаванию. Я Стивен, мне 18 лет, и я родом из Ижевска. Добрый день, как добрались? Нормально. Без пробок. Хорошо. Это неплохо. Мы приветствуем вас в интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить». Это проект, в котором события 80-летней давности оживают и становятся настоящими. Ну что, готовы попробовать свои силы? Конечно, Да. готовы. На самом деле, даже по меркам военного времени, то, что вы будете делать, это действительно тяжело. А в мирное время я вообще не понимаю, кто бы мог за это взяться, но мы будем пытаться, мы будем воспроизводить то же самое, что делали ваши ровесники, а даже и зачастую ребята младшие в годы Великой Отечественной войны. Да получится, получится. Итак, каждый день мы будем выбирать капитана. Это главный человек, который будет заниматься распределением усилий и, в принципе, координировать всю деятельность отряда. От него зависит, справитесь вы или нет, но в конечном счете и лавры тоже падут на его голову. Кто готов взять на себя такую ответственность и сказать, что капитаном сегодня буду я? Есть Я. такие? Я. Почему Я. ты? Потому что я Андрей, и я капитан. Никогда особо не стремился быть лидером, просто всегда получалось так, что меня ставили в какие-то ведущие роли. И вот сегодня я подумал, что почему бы и нет. Хорошо, то есть ты считаешь, что все остальные справятся с этим хуже, чем ты? Ну, в данный момент да. А что остальные думают по этому поводу? Хорошо, неплохо. А кто вызовется? еще готов на себя взять, да, такую ответственность? Лиз, вот как твоя Я кандидатура? считаю, что если он так горит и рвется, то, пожалуйста, это Пускай ошибется, определенно надо. Я бы выдвинул свою роль капитана. Вот у нас еще есть 3 дня. Я уверен, что я буду капитаном. Итак, ты получаешь конверты, изучайте задания и делитесь, соответственно, на подотряды. Первая задача. По схеме из плетня, камней и земли сделать пулеметную огневую точку набивного типа и замаскировать ее, как это делал отряд стрелков 142-й стрелковой дивизии под командованием старшего политрука Николая Блохина. Вторая задача. Через реку провести связь от огневой точки к штабу и обеспечить ее бесперебойную работу, как это делал связист 186-й стрелковой дивизии сержант Николай Трошнев. Как вы разбились? Как стоим? В общем, команда А, команда Б. То есть 3 на 3. Все, 3 все на 3. согласны с этим? Да? То есть вы понимаете, что одна команда должна просто вести кабель, Да. а вторая должна Построить. делать опорную точку, которая не будет пробиваться ни пулеметной, ни автоматной очередью. То есть натаскать камней, Нарубить нарыть деревьев. земли, нарубить деревьев. И вы считаете, что вот это равнозначно по силе? То есть 3 на 3 вас устраивает? Вас устраивает? То есть нет мысли, что Я вот поделиться как 2 раз- на 4. Тогда давайте так девочки сделаем. отправятся вести линию, вот эту связи. Двое.
А Мы пойдем. если что-то все-таки случится непредвиденное? Я думаю, там нужен парень по-любому. Окей. А для чего? Ну, мало ли что. Мало ли что. Перепуть, перенести, отодвинуть. Перетащить что-то тяжелое. Тем более катушка, Кто телефон, хочет это пойти тяжелая в вещь. команде Ну, Б я пойду, я со пойду. связью? Да. С Саней. Не-не, я вот в ту команду, и вы, получается, с Аней будете как раз проводить связь. Хорошо. Так сделаем. Как всегда, на выполнение задания у вас будет ровно 6 часов. Поэтому, если вы готовы, то время пошло. Так, давай сундук, открываем, смотрим, что там. Изначально, когда дали старт, мы первым делом побежали и открыли тент. Под тентом мы обнаружили пулемет. Также обнаружили ящик, в котором была немножко провизии, вода, пила, молоток и все необходимые принадлежности. Ребят, соберите весь свой инвентарь, отправляйтесь в путь, а мы пошли собирать Окей, держите тент. свои штуки. Кому нужны топоры? нужна- У нас 3 штуки. Ребят! Короче, огневая точка в другом месте, не тут. Да, я знаю. Надо сейчас все это собрать и Да, берем и тащим дальше. дальше. Потом Коле отнесем. Пошли. Мы все идем до точки, они там начинают строить, мы потом через берег перебираемся и ставим связь. Ну что, есть предположение, куда нам? В карте все есть, бро. В карте написано, где эта точка. А у Окей. нас что написано? У нас написаны только координаты, откуда мы стартуем, и все. Старт, переправа, радиоточка. Огневая точка, вот она, И 2, 220. Я умею пользоваться картами, в интернете постоянно ищу. И вот как-то это все получилось, само у нас, мы смогли сориентироваться без проблем. Иногда были, конечно, загвоздки, но Короче, нужно спуститься. в целом получилось. Но не с этой стороны что-то обрыв. Да, скорее всего, туда, да. Окей, Всё, погнали. идёмте. В результате тяжелых боев в августе 1941 года финские войска вытеснили остатки 23-й армии Северного флота к Ладожскому озеру. Малые отряды по распоряжению политрука Николая Блохина подготовили огневые точки и закрепились на подходах к острову Кильпала. Благодаря построенным огневым точкам красноармейцы сумели сдержать силы противника, которые в 3 раза численно превосходили силы советских солдат и обеспечили передислокацию остального личного состава и техники. Так, все, чуваки, удачи! Давай, бро. Мы пошли купаться на пляж. Что хочешь делать? Ну, нужно сделать еще одну лопату, чтобы мы копали спокойно. Место для заготовки кустарника выделено специалистами в зоне санитарной рубки. Ни одно здоровое дерево от рук участников проекта не пострадало. Начали собирать материалы, начали рубить ветки, начали собирать доски, изготавливать из них колья. Также необходимо следить за телефоном, потому что к нам на связь должна была выйти команда А и поддерживать ее каждые полчаса. Бро, лопата сломана, бро. Прям вообще Но она вообще это... надо сделать тогда по новой, да? Либо маленькой, ну либо вот гвоздь еще раз по новой ее попробовать. Давай сделаю. Наиболее сложным, как мне показалось, как мне представляется, было скоординироваться между собой, потому что мы с ребятами толком практически вообще, можно сказать, не знакомы. И у каждого какое-то свое видение, как нужно делать то или иное. И при этом нам нужно было это все делать сообща. Надевание гидрокостюмов, конечно, это такое себе не очень приятная процедура. Весь в мыле, весь в воде, босиком по земле ходишь. Ребят, прошел целый час, вы пока еще ничего не сделали. Вы только нашли костюмы и поняли, в какую сторону вам нужно плыть. Давайте, может, поторопимся, потому что у нас осталось 2 часа, чтобы проложить провод, и потом 3 часа, чтобы выходить на связь. Я говорю, что тут очень мало места, там буквально типа 3 сантиметра, и из-за этого все падает. Не держится, падает. Да, нужно землю делать. Можно так, а можно их связать. У нас же Потому веревка что- еще есть. Да, да. То есть Вот, но единственное, надо будет туда отдельно... много прутьев. Заранее заготовить сразу много кольев, поставить, а кто-то их будет держать, кто-то будет прокладывать Ну, типа, прутья. ну, типа легче это сделать на земле. Просто вот так поставить и делать. И прикрепить остальные стены, чтобы все это держалось.
Да давайте, может, из прутьев так сделаем просто. А эту подопрем, ну, камнями. У нас же еще, смотри, у нас помимо того, что идет одна стена, идет еще одна стена здесь. А внутри земля, камни лежат, стягивает это все проволокой, веревкой, да. В сентябре 1941 года возле станции МГА-Синявино при выполнении боевого задания лейтенант 159-го истребительного полка Михаил Габринец принял бой сразу против 6 мессершмиттов 109. Это сопоставимые по характеристикам самолеты. Габринец выводит меткой очередью один из них из строя. Тот падает, и остальные понимают, перед ними ас, и не вступают в бой. И тут появляются 7 мессершмиттов 110. Это двухместный тяжелый истребитель. МиГу с ним не тягаться. Габринец разворачивается и еще одной очередью сбивает еще один мессер. Остальные несутся на него. Патроны закончились. Габринец летит прямо навстречу мессершмитту. Немец тоже не лыком шит, но в последний момент его нервы сдают, и немец уходит, повредив свой самолет. Он рассыпается в прах прямо в небе, а самолет Габринца тоже поврежден. Он приземляет его на фюзеляж и выживает. За этим воздушным боем наблюдал главный хирург Советского Союза, академик Бурденко. Кстати, он и поставил Габринца на ноги. Вот так. Так, давай ты неси катушку, а я сзади буду пробовать. Ребят, главное, не потеряйте, не утопите катушку. У вас осталось чуть меньше 2 часов, чтобы проложить связь. Хорошо. Следите за проводом. Аккуратно прям провод. Ты его аккуратно прям прокладывай за собой вот так вот. Нормально? Жива? В какой-то момент я запаниковала. Немножко я особо виду не показала, но, наверное, будет видно мои испуганные глаза, потому что у меня ноги оторвались от дна. И я такая, кажется, я всплываю. Но, как оказалось, гидрокостюм, он тебя наверх просто толкает. И я такая... Наверху я такая, Андрей. Аня сказала, что она не умеет плавать вовремя. Я считаю, вовремя, когда нам нужно было заходить в реку, она такая, я не умею плавать. И, было волнительно, но я думаю, что в любом случае как-нибудь там в одной руке катушка, в другой Аня, мы как-нибудь бы выплыли. Андрей, я правда не достаю. Плыви, плыви, я докручу. Не переживай. Плыви, плыви, просто плыви. Произошел взрыв. Я особо не среагировал, потому что он был по ту сторону от нас. Аня испугалась. Было стрёмно от того, что я не умею плавать. Я просто боялась, что я потону в этом гидрокостюме. Там начались вот эти взрывы. Что это там? А что это такое? Война началась. Когда раздавались взрывы, во-первых, я подумал сразу о второй части команды, которая сейчас испытывает очень сильные эмоции от непредвиденных и неожиданных взрывов. Когда я услышала, что у ребят там происходят какие-то взрывы на другом берегу, какие-то Ты ее можешь держать? интересные действия, мне показалось, что, как же классно у них там, я бы хотела быть на другом берегу. Влад, Да. а ты служил, получается, в армии, как говоришь? Получается, служил. Где служил? В Цхинвале, Южная Осетия. Неплохо. А в каком подразделении? Разведки. Не слабо. Как попал? Слушай, это не та разведка, которая спецназ. Мы не прыгали с парашютов. Это был разведывательный батальон. Все, чему нас учили, это немножко теории, но было много стрельбищ. Бросали гранаты, стреляли из автоматов. Влад молодец, он по большей части многое взял в свои руки, то есть пытался как-то собрать ребят, как-то направить всех на какую-то определенную деятельность. Конечно, ему тоже было достаточно сложно наверняка коммуницировать с другими людьми, но тем не менее он отлично справлялся, я считаю. Просто как пример покажу. Вот сюда. Упереть ногой и двумя руками долбить прям вот так вот. Ребята отлично справились с тем, что преодолели реку, проложили провод над водой. Дело за малым — найти на этом берегу штаб и подключить телефон.
Но они пока как-то не торопятся. Мне кажется, они немножко заплутали и не могут найти этот штаб. Честно говоря, я и сам немножко заблудился. Пойду, наверное, за ними. Раскрути его побольше, чтобы я могла его прокладывать. Мы пошли вглубь леса. Это было не так просто на самом деле. И поначалу это раздражало, что мы не понимаем, куда нам идти, как нам идти. Но каким-то образом со временем просто появилось понимание, что нужно пройти чуть больше. Было множество деревьев поваленных, каких-то тростник. Три часа, то есть половина отведенного времени уже прошла. Хотелось бы сказать, что половина работы сделана, но... Работа с деревом пипец как моторно. Да. Согласен. На характере, на характере. Они играли со мной в игры. Я солдат. Когда я беру в руки топор, я не понимаю, по какой траектории он должен биться. Ну вот я беру дерево, и я не понимаю изначально. Потом через часа два я уже нарабатываю руку, так сказать, и понимаю, что вот так ты делать быстрее, тут ты тратишь меньше энергии там, и так далее. Да, не, бро, не в сторону, а вверх. Теперь чуть-чуть, да, наверх подавайте. И будет момент истины, развалится или нет. Но Вот. уже видно, что не разваливается. Да. Все, Так, всю тогда вот. давайте... И Подожди. Мы... Вот сюда вот просто сначала. А, ну потом мы давай. ее понесем. Просто его так положим, и все. Да. Вот, все, видишь, прям одна стена готова. Физическая работа мне показалась вполне себе Нам опять приемлемой, ветки. то есть все достаточно можно и успеть, и сделать, и как бы единственное то, что да, у нас не было каких-то навыков, которыми мы бы обладали для того, чтобы это все делать быстрее. Вам нужно преодолеть этот участок, но по-пластунски. Потому что работает снайпер, а это Окей. чревато тем, что он вас может пострелить. Окей. Так, аккуратно. Был, наверное, самый неприятный и тяжелый момент, в принципе, за все испытание, потому что пришлось действительно очень серьезно поработать физически, потому что перейти через реку — это такое, ну, как бы водные процедуры, баловство, а вот по-пластунски проползти такое расстояние, это было, конечно, очень тяжело. Не высовываемся. Задницу не оттопыриваем. Вот. Не оттопыриваем, прям ползем. Так, аккуратно. Время, конечно, у вас ограничено, но здесь главное не торопиться. Снайпер не дремлет. Оказалось, что нам нужно ползти, и вот мы Аня! все время ползем. Ниже, И ниже. самый прикол был, когда рядом Конечно. шел ведущий, не и высовывайся. он просто идет и говорит: ползем! Снайпер сейчас будет стрелять. Мы такие: ну ты же тут. Я вообще не понимаю. Так, мне кажется, можно левее пойти куда-нибудь. Так, смотри. Мы были... Старт это 30, Z2 220. Z2 220. Ага. Z2. Вот здесь мы были. Вот сюда мы прошли вот так. И нам нужно вот сюда. Вот сюда. То есть нам до берега надо. Стоп. Подожди, мы наоборот были. Вот не здесь разве мы были? Мы были вот здесь. Отсюда мы пришли сюда. Переплыли через эту хрень. И сейчас мы как-то вот так прошли, как будто волной. Нам надо прямо просто двигаться, скорее всего. Погнали. Я не думаю, что мы еще 1000 рублей берем в этой карте. Нет, заноза.
Я опасаюсь только за одно, лишь бы провод они не порвали. Потому что очень уж больно они его неаккуратно кладут. В сентябре 1941 года Ленинград был взят в кольцо блокады. 11 ноября 8-я армия Ленинградского фронта в очередной раз попыталась прорвать окружение изнутри. На Невском пятачке у Московской Дубровки сосредоточились стрелковые дивизии и ударные полки. Во время боя снаряд оборвал провод связи между берегами. Для ее восстановления сержант Николай Трошнев под вражеским огнем выполз на Невский лед и был ранен в руку и шею. Боец сумел отыскать разрыв, зажал зачищенные концы провода в зубах и таким образом обеспечил связь. Ура! Долгожданный штаб, они нашли его. Говорю шепотом, потому что не хочу спугнуть удачу, потому что хоть как-то что-то у них начало получаться. А с этой стороны была зеленая. Там валялась коробка вот эта, ну, сумочка с телефоном. Открыли, посмотрели, в принципе, нормальный телефон, классный. Будем звонить каждые полчаса. Это аппарат ТАИ-43. Обычно он подключается двумя проводами, но во время войны использовалась однолинейная схема. Один провод подключался, а вместо второго использовалась земля. Клеймо замыкалось металлическим штырем. Связь, конечно, была не ахти какая, но это экономило время, а главное — провод. Есть связь? Да. Передал, что на том конце ответили. Дай послушай. Держи. Что так звенит? Нет разницы. Нет разницы вообще. Ну и не получилось у нас, в общем, позвонить ни разу. Мы добрались, подключили все эти провода, и, как оказалось, они не работают. А Андрею пришлось обратно вообще весь этот путь проделывать для того, чтобы все это заново типа скрепить, посмотреть, где что там разорвалось. Во время войны связистов интересовал вопрос, как уберечь от намокания срощенные провода. И проблему можно было решить простым способом. Бутылка. Срощенные провода вставлялись в горлышко, закапывались в землю, таким образом они изолировались от влаги. Связь оставалась беспрерывной, провода не намокали. Ну вот, 3 стены. Давайте обдумаем план действий дальше. Я предлагаю поставить вот так буквы «П», а с этой стороны у нас все будет открыто. Ну, типа нас гора закрывает. Надо будет вырезать из нее туда этот. Да. Под пулемет, под винтовку. Мы не успеваем тупо. Можем сделать как... Мы можем связать их всех три. У нас есть веревка в углах. Связать их, и она как песочница будет стоять. Ну, то есть... Да, отличная идея. В основном мы с Лизой разбирались во всех задачах и старались скоординировать и распределить обязанности поровну. То есть... Мы могли бы упереть просто, вот, например, вот эту штуку к дереву и привязать к ней остальные. И, соответственно, все бы держалось. Ну, все и так будет держаться, если мы их привяжем друг к другу в углах. Ровно по такому же принципу наши далекие-далекие предки в Средневековье строили свои крепости. Только вместо плетней они использовали дубовые срубы, клети. Снаружи эти стены укреплялись землей, а зимой могли и водой полить, чтобы образовался лед. В любом случае, враг не пройдет. И вот я такой иду, расслабленный, значит.
переползаю по-пластунски весь этот периметр, практически дохожу до конца. Вижу и слышу взрыв. В этот момент я начинаю там уклоняться, падать. Огромная куча земли валится мне в рот, в глаза, в уши. То есть я весь был в земле, у меня до сих пор в карманах земля. В годы войны, особенно в первое время, катастрофически не хватало ваты. Бинт, марлю можно постирать, и их стирали, а вату постирать нельзя. Поэтому вместо нее использовали вот такой мох, который у нас здесь растет в изобилии. Он называется сфагнум. Если его высушить и приложить к ране, то он не хуже ваты впитает кровь и сукровицу. И это не все его полезные свойства. Еще он обладает мощным бактерицидным действием и предупреждает воспаление тканей. Так что, если что-то случится в лесу, а рядом будет мох, знайте, как его использовать. Я побежал по лесу, потому что кончалось время, мне нужно было успеть в тот момент. И я думаю, все. Созванивалась со своими бабушками, дедушками и спрашивала вообще про всю семью, там, кто у нас воевал. У моего дедушки папа, Пока. он воевал, получается, где-то под Витебском, вот где-то там. И я знаю, что там он и погиб, там стоит мемориал, и там есть его фамилия. Ну чё? Команда Б, прием. Команда Б это мы? Нет? Или мы команда А? Никто не слышит. Там больше не может быть никаких этих. Я все проверил. Короче, под водой она могла все-таки, мне кажется, оборваться. Порваться? Ну, я не знаю. Может, все-таки лодкой типа зацепила. Ну, как вариант, может же такое быть. Мне кажется, просто они не слышат. Может быть, я там плохо подключил к телефону. Где? Там? А может такое быть? Я думал, все. Сейчас мы просто будем сидеть, каждые полчасика звонить, отдыхать, ждать, пока ребята там все закончат, достроят, и потом спокойно приедем, с ними поболтаем, там пофоткаемся, не знаю. А мне пришлось наряжаться, снова плыть, искать кабель. А где пулемет и как его собрать? Вот пулемет. Когда я собирал пулемет, я посчитал это элементарным делом. У меня отец автомеханик. Я очень много работал у него и работал с автомобилями. И в этом плане немножечко техник. Я сразу увидел, какую деталь нужно куда запихнуть. Разрешите познакомить вас со своим другом Максимом. Это Максимка. Станковый пулемет образца 1930 года. Это с виду безобидная машинка за годы Великой Отечественной войны уничтожила сотни тысяч врагов. Ну что, Максимка, поехали! Если есть разрыв на дне, Если я она его никак при не смогу порвана, починить. никак не сможешь. Либо И мне нужно надо будет тащить выходить с собой на на всякий случай новый провод. Ты Мне нужна хочешь катушка, скорее катушку всего. всю тащить? Я оставлю здесь тебе один конец от катушки, катушку заберу с собой, протащу на всякий случай. Новый этот. И там его подключу, если разрывы все-таки есть. А если разрывов нет, то я не знаю, ну просто новый провод закину. Ну, как вариант, так хотя бы будет логичнее, что работать, потому что провод уже наш будет. Да.
когда он только уплыл, честно, я на секунду подумала, что он на ней подорвался. Я вот так вот села, сижу, и мне реально стало страшно. Тяжело? Мне надо подключить к этому. Я даже не буду раздеваться, наверное, просто сюда телефон принесу и попробую подключить. Да. Алло! Алло! Алло, да. Аня, это ты? Да. Как у вас дела? Все хорошо, ты можешь возвращаться к нам на огневую точку, мы почти закончили. Хорошо. Я испытал радость, что у нас получилось наконец-таки это сделать, потому что это реально было очень тяжело. То есть на протяжении всего дня мы буквально боролись неизвестно с чем. Мы пытались починить телефон, который просто не хотел работать. И мы не понимали, в чем причина, потому что мы не умеем пользоваться такой техникой, и провода там подключать, вот это все. Это было в первую очередь для нас таким новым опытом. Первый день закончен, и хотелось бы услышать, какие эмоции. Тяжело было? Скорее морально. Мало работал. Сегодня вся команда работала, не покладая рук, но мы все работали, не отдыхали. И у каждого работа была по-своему значимая и по-своему сложная. Поэтому я не могу выделить человека, который работал больше или работал меньше. Андрей, а как ты считаешь, ты сегодня справился с ролью руководителя? Не знаю, я не уверен. Сегодня у нас Андрей принял разного рода решения. Мне какие-то нравились, какие-то нет. Много решений, которые были реально классные, от которых, просто ловил кайф, такой молодец, красавчик, прям сделал то, что нужно в тот момент, который нужно. Вот. И также были решения, которые не очень мне нравились. Там, допустим, про распределение команд. Мы разделились по группам изначально, и Влад был главным в этой группе. Я не мог контролировать процесс, потому что весь день плавал туда-сюда. Если бы ты сейчас знал, что предстоит, и опять предстояла бы дележка, ты бы оставил такие же составы команд? Или что-то поменял? Не знаю. Наверное, такие же бы оставил. Было сложно в какие-то моменты, но больше сложно было морально. Потому что вечно в ожидании в каком-то находилась, непонятно было, что происходит на другой стороне. Второй команды, которая осталась со мной, ребят, если огневая точка – это точка, из которой надо вести огонь, то да, здорово, вы справились. Но вы сами понимаете, что огневую точку невозможно прошить даже из пулемета, не говоря уже про автомат и пистолет. Основная причина в том, что не удалось выполнить задачу, это неумение. Потому что очень много времени потребовалось на то, чтобы разобраться, как это все делать, понять, как устроена конструкция и начать, собственно, делать. Как только мы освоились и поняли, как, что и к чему нужно делать, работа шла гораздо быстрее. Вот это вот можно прострелить рогаткой. Я не могу это комментировать, потому что меня с ними не было. В принципе, они сделали, наверное, все, что могли в рамках времени отведенного, в рамках возможностей. Теоретически бой вы сможете принять, но закончится он для вас, скорее всего, не победой. Всегда, когда закрадывалась мысль вообще, чем я сегодня занимаюсь, я вдруг вспоминала, для чего я вообще на этом проекте. Я как раз для того, чтобы понять и прочувствовать то, что чувствовали люди в Великую Отечественную войну. В целом, мне кажется... Для первого дня вы, в принципе, справились неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что у вас будет больше командного взаимодействия. Вы уже смогли посмотреть друг на друга в деле. И завтра ждем от вас более высокой результативности. Отдыхайте, завтра увидимся. Ура! Караван идет на восход, все, что случится, тоже пройдет. Каждый шаг опыт, запиши на свой счет, время не ждет.
каждый день сопромат. Ночью на бодрых, утром помят. Куча наивных, что ищут свой клад. В итоге прогнутся, как Понтий Пилат. Голоса в голове мне сказали кричи, и я верю им вновь на то сотни причин. И слова мои тишину режут в ночи, открывая замки и подбирая ключи к сердцу того, кто остался один. Помни, у нас еще все впереди, пока вера горит, ты не победим. Мы все размотаем, все порешим. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить,